Всем привет! Думаю, никому не надо рассказывать, что это за станочек. Да-да, правильно, это гриндер. Это такое устройство, которое позволяет точно отшлифовать вашу заготовку. Часто используется ножеделами, стоит дорого. Расходным материалом у гриндера служит шлифовальная лента, бесконечная. То есть она склеена, вот такая полоса. В данном случае на этой модели гриндера это 5 сантиметров полоса. Если присмотреться на эту фирменную клинспорскую ленту керамическую, то тут заметно, что выработка уже большая на ней. Она еще металл, конечно, грызет, но уже не с таким усердием, как новая. Вот еще одна лента, уже отработавшая. Вот таким образом они склеены. То есть лента разрезана под углом определенным и склеена. С этой стороны вот есть какие-то из синтетики, какие-то синтетические волокна. И они посажены на полиуретановый клей с одной стороны, а с другой стороны лента просто разрезана и все, она в стык соединенная. Со временем вот эти вот волокна тоже, вот, как видно, изнашиваются, вот, обрываются немножечко. И когда лента уже подходит к концу, и когда разрываются вот эти волокна, и нету защиты, есть очень большой шанс получить лентой в лоб на оборотах 3000 оборотов в минуту. Поэтому ленты покупают новые, следят за их состоянием. В данном случае у меня две ленты. Первая лента уже отработала свое, вторая на подходе. И я коснулся того, что мне нужно было приобрести ленты. Посмотрел я, поискал в интернете. Ленты не дешевые. Если фирменные, то они очень дорого, тем более стоят. И решил я выйти из ситуации следующим образом. Взять наждачную бумагу и склеить самому их. И сейчас я покажу, как это я буду делать. Первым делом я возьму старую уже ненужную ленту и разрежу ее в том месте, где она склеена при помощи полиуретанового клея. Делать бесконечную ленту я буду из вот такой новой наждачной бумаги гритностью P40. Вот старая наждачная бумага. Я ее замерил рулеткой. Здесь получается от кончика до кончика 1,55 м. Это 1,5-метровая была лента. Поэтому на вот эти вот два среза уходит ровно 5 сантиметров. То есть по ширине ленты берется вот срез и они склеются. И получается лента 1,55 м не склеенная и 1,50 м склеенная. Я буду делать ленту немножечко покороче. Мне вот 1,50 м это будет очень большая. Сейчас я сделаю 1,20 м ленту. То есть мне нужно будет вот этот кусок недорогой наждачки порезать полосами по 5 сантиметров. Итак, начнем. Первым делом мне нужно поторцевать нашу наждачную бумагу, чтобы потом от нее уже ровненько отмерять все. Для этого я беру угольник, беру карандаш и очерчиваю ровненькую линию. Вот. Это будет край нашей ленты. Теперь нужно отрезать. Отрезаю при помощи старой линейки и вот такого специального канцелярского ножа. Все, отрезал. Все, вышло ровненько. Так как я решил, что лента будет у меня бесконечной длиной 1,20 м для моего станочка, то мне нужно отрезать 1,25 м. Вот так. Чтобы 5 сантиметров пустить на срезы. Беру железную линейку, выставляю ее по сделанным отметкам. И при помощи все того же ножа распускаю на ленты. Главное распустить ее ровненько. И вот таким образом у нас получилось 4 ленты длиной 1,25 м. Теперь я буду срезать окончания их, чтобы затем склеить. Хорошенько придавливаем. Чик. Есть. Все. Таким образом, после склейки у нас получится бесконечная лента. Вот так мы будем склеивать в стык. Итак, приступим к склейке ленты. Для склейки, конечно же, потребуется клей. Клей можно взять либо момент классический, либо двухкомпонентный полиуретановый клей с термоактивацией. Также дополнительно для склейки мне потребуется вот такой небольшой кусочек все той же наждачной бумаги по ширине нашей ленты.
совсем небольшой, там буквально сантиметров 7-8. И вот такой старенький рашпиль, которым я сниму присып. Зачищаем эту сторону, потому как она будет ходить по роликам, чтобы она ее не поцарапала. Нам нужна, в принципе, только вот эта ткань. Вот мы получили такой обдертый кусочек наждачной бумаги. Тут одна ткань, немножечко там клея осталось, но самой присыпки уже нету. Нужно ее перевернуть другой стороной к себе, тыльной, и срезать примерно под таким же углом, как идет разрез на нашей ленте. Вот так. Параллельные срезы делаем. Небольшой кусочек, шириной 5 сантиметров, ну и длиной примерно такой же. Я буду склеивать при помощи клея момент универсального, так как клей момент склеивает за 24 часа, а полиуретановый ПВХ клей с термоактивацией склеивает за 48 часов. Мне нужно чуть быстрее, потому что мне завтра уже надо эта лента. Вот, поэтому я буду применять клей момент. Ленту я не буду ни натирать наждачной бумагой, ни обезжиривать. Она и так новая. Просто наношу клей. На оба среза. Сначала на один, потом на второй срез. Клей наношу немножечко с запасом, чтобы его размазать какой-нибудь палочкой. В роли какой-нибудь палочки у меня будет выступать обычная зубочистка. Вот, немножечко его так размажем. Примерно по ширине нашей латки. Вот так это делается. Вот, клей немножечко сейчас впитается. Чуть-чуть. Вот так вот. И другую тоже. Чуть размазываем. Не очень сильно. Нужно оставлять, чтобы клей немножечко был. Очень сильно его растирать не надо. Все, теперь берем латку, вытираем об нее зубочистку и прикладываем к нашему месту склеивания. Мы ее придавим струбцинкой. Для этого я беру вот старую линейку железную, кладу сюда и струбциночкой хорошенько прижимаем. Нам важна сила сжатия. Все. И оставляем в таком виде, буквально на каких там 5 минут. И вот прошло 5 минут. Я думаю, что лента уже склеилась. Клей схватился, поэтому я убираю струбцинку и убираю линейку. Вот, получилось вот так. Теперь нужно сделать термоактивацию. Подсушить наш клей, собственно говоря. Делать это я буду через листок бумаги. Вот таким образом. Так как у меня новый паяльник, я уже показывал на него обзор. Это паяльник для пластиковых труб. Я делал им отопление себе в частный свой дом. А теперь я покажу, что этим паяльником можно клеить не только трубы с отоплением, но выставив его. Вот для этого есть тут температурный режим. Я выставил на 70 градусов. Вот при 70 градусах делать термоактивацию клея можно в течение где-то 2 минут примерно. Ну, минута 2, больше не надо. Утюжком вот так прямо по поверхности я прохожу по бумаге, там где латка и место склейки, и просто подсушиваю клей этот. Все быстрее застывает, он проникает в волокна ткани с обеих сторон и прочно склеивает ленту. После термоактивации отправляем ленту в теплое место досушиваться. Это будет 24 часа, чтобы клей набрал полную свою прочность. И все было надежно склеено. Вот такой вид оно пока имеет. Вот эти все кусочки, которые выступают, будут срезаны ножницами. И лента будет подсушена в течение 24 часов. И вот прошло 24 часа. Клей затвердел. И я хочу похвастаться результатом. Вот так получилось у меня с клеем момент. И вот такая получилась склейка с полиуретановым клеем. Соединения очень прочные, гибкие. Вот. Латки не отпадут, это 100%. Все как в производственных лентах. Вот место склейки, ровненькое. Тут клей проступил полиуретановый на другую сторону, но это не страшно. Вот так получились у меня ленты. Теперь хочу попробовать эти ленты, поставить на гриндер и поработать ими. Скажу сразу, ленты эти на циркониевой основе.
То есть годятся, в принципе, для обработки дерева в основном. Если вам нужно обрабатывать там нержавеющую сталь, титан, либо какие-то еще там углеродистые стали, высокоуглеродистые, лучше же, конечно, приобрести ленту с электрокорундом, керамическую ленту, они будут получше, поинтересней. А эти такие для мелких работ, для дерева, ну все же, чтобы не забивать основную ленту дорогую, лучше использовать вот такие самоклейки. Вот сейчас я поставлю на гриндер и посмотрю, как она будет вести себя в работе. Вот натяжитель ленты, приводим в такое состояние примерно и затягиваем. Здесь на фурнитуре есть кнопка, чтобы не мешало. Вот это. Все отпускаем. Вот. Вот этот отбойник и лента должны быть параллельно друг другу идти. Тогда лента будет натянута правильно. Ну вот и все. Я поставил свою ленту. Сейчас сделаю запуск. Посмотрим, как она работает. Вот, лента проходит на отлично, все четенько, натяжение прекрасное. Ну, что я могу сказать? Можно клеить самому лентой, делать, все будет в порядке. Сейчас попробую еще поработать, вот кусочек деревяшки какой-то. Лента ведет себя прекрасно, все замечательно. Поэтому я считаю, что очень хорошее дело сделал, сэкономив. И вы посмотрели, как правильно клеить ленты. И думаю, каждый владелец гриндера будет делать так же. Спасибо за просмотр, оставайтесь на канале. Пишите обязательно в комментариях, ставьте лайки, колокольчик нажимайте. В общем, делайте любую активность на моем канале, которая вам по душе. До скорых встреч!